Друзья, всем привет! Вы на канале Медовик, с вами Виктор. Сегодня я хочу показать вам универсальный способ по спасению семей. Почему универсальный? Потому что он очень простой, любой сможет его сделать при наличии дополнительных семей. Способ работает на 100% и позволяет действительно сохранить матку, которая осталась со жменькой пчел, вытянуть, сделать более сильным отводок, подсилить слабую семейку, которая вышла из зимы по каким-то причинам очень плохо. Однорамочный какой-то отводок отсадить, сделать там с маткой, роевым маточником подсилить и так далее. То есть любые способы. Сначала я расскажу, как это сделать в весенний-летний период, и потом уже в конце видео расскажу отличия, как можно сделать то же самое или же другие немножко способы в осенне-зимний период, то есть когда на улице холодно. Сейчас поговорим именно о теплом периоде. И в начале этого видео я хочу показать вам уже результат. Говоря результат, я имею в виду, что уже в этом году, в этом сезоне, буквально пару дней назад, я уже проводил данным способом некоторые работы с одной семейкой. И сейчас мы посмотрим на то, что получилось. Здесь было очень мало пчел. Эта семья зимовала на 4 рамочках, наверное. У меня спрашивали, почему лежит подкормка. Ну, ложил сразу, не знал, что такое будет развитие. Итак, смотрим, добавилось ли здесь пчелок. Первое, что мы можем увидеть. И самое главное, друзья, нам нужно найти матку. Здесь мы видим пятно засева. С обратной стороны тоже небольшое есть. То есть матка посеяла. На этой рамке есть какой-то расплод. Личинки и печатный расплод. Смотрим дальше. Вот у нас, в общем-то, и результат. У нас есть рамочка пчел, обсиженная. Здесь мы видим печатный расплод на выходе, яйца и личинку. На этой рамке происходит активная работа. Ну и вот она сама маточка. Находится на рамке. Показываю. Вот она здесь. Маточка ходит. То есть результат можно считать идеальным. Почему я искал матку и по матке говорю, что результат идеальный? Потому что подсиливание слабенькой семьи происходило добавлением пчел от другой семьи. И, естественно, другие пчелы могут просто... Здесь рамка просеяна также. С этой стороны печатный расплод. Не буду им мешать, выпускать тепло. Просто быстренько собираю. Кто-то может заметить, что у меня по краям стоят как бы лишние медовые рамки. Они не лишние, они создают определенный тепловой баланс на крайних рамках с расплодом, чтобы там не было застывания. Плюс корма также находится. То есть, по сути дела, у меня этот отводочек на 3 рамках. А был он где-то, ну, на 1,5, наверное, не больше. На данный момент пчел добавилось, и матка живая. Вот это все, что нам нужно видеть по результату. Как это сделать? То есть, при таком количестве пчелок уже семья жизнеспособна, она будет развиваться дальше. Но при этом, друзья, повторить способ по добавлению пчелок также можно. Просто там печатный расплод. Я взял рамку, которая была, ну, может быть, какие-то пчелки были на выходе, какие-то еще немножко посидят. То есть посмотреть реальный такой результат по количеству пчелок нужно через определенное время, когда рамка с печатным расплодом полностью пчелки повыходят. Поэтому обязательно утепляем и ждем. А дальше уже по состоянию, где-то через недельку посмотрим, возможно, еще добавим сюда пчелок. И сейчас я покажу, как это сделать, как достичь результата по увеличению численности пчел, по усилению семьи. В качестве наглядного примера беру вот такой улей ППУ, который у меня поделен на 2 части, на 2 отдела. То есть я сюда сейчас помещу сразу 2 таких отводочка. Я их беру из своего нуклеуса. Кто следил, знает, видели, у меня есть нуклеус на 9 маткомест на рамку 300. И вот там как раз его нужно уже расселять для того, чтобы усиливать отводочки. Я беру 2 заставные досточки теплые, поставлю их к этому краю. Сюда буду наглядные наши семейки. Почему, друзья, я вот так подробно показываю, не рассказываю? Ну, дело в том, что те пчеловоды, которые и меня могут поучить в комментариях, написать, что и как делать, и все остальное, тем как бы подробности не нужны.
Возможно, кто-то и пользуется подобными методами. Я же расскажу начинающим от А до Я, чтобы и покажу наглядно, чтобы все было понятно. Итак, улей мы подготовили. Причем, друзья, в вашем случае может быть такое, что у вас уже, как в том моем улье, есть перезимовавшая слабая семейка, и вам уже с ней нужно работать. Но я покажу даже с учетом того, что мы сюда вообще новые отводочки. Другими словами, получается самый сложный способ, потому что у меня здесь не будет летной пчелки. Посмотрите, вот это первая рамочка, которую я достал из нуклеуса. Вот здесь небольшое количество пчел, часть из них, скорее всего, даже летная, потому что они собирают пыльцу. Я ставлю первую рамочку и вторая рамочка. Вот так она выглядит. Вот она, маточка, ходит меченая. Вы видите, сколько здесь расплода. Неплохое такое пятно. И с этой стороны тоже. Значит, рамка у нас стояла вот таким образом. Поставили. Ну, в принципе, здесь еще, так сказать, и не очень мало пчелок, но у вас может быть меньше, больше. Пока прикрываю заставной и даже прикрою пленочкой. Сразу расскажу вам немного теории для начинающих, кто не знает этих особенностей. В этом отводочке есть летная пчела. Сейчас она вылетит через литок, найдя его, и улетит на старое место. Тем самым ей там некуда будет деться, но я там сделаю, куда ей перейти, к другой семье. Она объединится безболезненно с другой семьей. И все будет хорошо с этой летной пчелой. В вашем случае, если вы не пересаживаете отводочек отдельно, а он уже у вас здесь есть, летная пчела у вас продолжает летать здесь. То есть у вас тогда не будет проблем с водой. У меня проблемы с водой есть. Если нет летной пчелы, воду нужно добавить сюда или в рамку налить в свободное место, или специально даже поставить какую-то поилочку. То есть есть нюансы. Нужно обязательно в такой отводочек добавить воды, потому что какое-то время летной пчелы не будет. Через, ну, может быть, недельку даже летная пчела станет понемножку появляться. Каким образом мы теперь, когда у нас есть слабая семья, вообще можем подсилить какую-то семью? Мы можем это сделать печатным расплодом, добавляя рамку с печатным расплодом. Если мы сюда поставим рамку печатного расплода просто из другой семьи, то мы можем таким образом вызвать болезни в этом отводке. А именно переохлаждение расплода может привести к заболеванию этого расплода и даже его застыванию. Поэтому нам необходимо, чтобы полностью вся рамка печатного расплода, которая сюда будет добавляться из другой семьи, была обсижена пчелками. Здесь пчелок на ту рамку мало, потому что они обсиживают только свои две. Плюс у меня еще будет минус каких-то пчелок, которые уже умеют летать и вылетят, облетятся заново и полетят на старое место. Соответственно, мне нужно сюда добавить не только рамку печатного расплода, но и самих пчелок. Как это сделать, чтобы пчелки не улетели и остались здесь? И как это сделать, чтобы они не убили матку? Показываю дальше. Следующим этапом, друзья, берем сильную семью, более сильную семью. Кто-то скажет, а как быть, если нет семьи? Ну, а именно поэтому и рекомендуется начинать держать хотя бы 3-4 семьи, чтобы можно было слабенькой, перезимовавшей плохо, помочь при помощи более сильных. Но если нет другой семьи, можно либо у кого-то купить. Бывало такое, что у меня даже покупали рамки с расплодом для подсиливания семей. Или же купить такую сильную семейку. Но это не очень сильная семья, тем не менее, сейчас посмотрим, сколько у нее здесь расплода и что вообще происходит. Возможно, есть что взять. Я просто от соседней уже брал. И так по порядку пойду, от всех семеек по чуть-чуть позабираю. Кормов предостаточно. Сейчас покажу, какую рамку брать. Все подряд тоже брать нельзя. Может быть, мы отсюда ничего и не возьмем. Так, вот здесь маточка ходит по этой рамке. Пчелки вижу вышли пятном. Еще есть более поздние. Здесь такая же картина. Но эта рамка мне не очень симпатична. Плюс она с маткой. Матку не хочется сгонять, пересаживать. Смотрим следующую. Очень даже хорошо, что уже маточку отыскали. Вот она рамочка, смотрите, которая мне нравится. На этой рамке пчелки, вот они, вот они, вот они. Я покажу поближе. Они выходят, прогрызая крышечки. Показываю всем, кто спрашивал, что такое расплод на выходе. Вот они, вот они, вот видно. Прогрызает вот здесь. То есть из этой рамки сегодня выйдет довольно много пчелок. Так как это печатный расплод, и с этой стороны тоже личинок мы не видим, мы эту рамку берем, но пчелок всех стряхиваем.
Вот так там осталось, те, которые крепко зацепились. Эту рамочку ставим в отводочек. Как правило, на таких рамочках, которые мы стряхиваем с пчелками на выходе, остаются только что, ну не только что, но совсем недавно вышедшие пчелки, которые как раз являются молоденькими, мохнатенькими, которые нам и нужны. Вот здесь мы видим очень много открытого расплода на этой рамке. Вот он полностью рамка открытого расплода. Это говорит о том, что на этой рамке у нас находятся пчелки-кормилицы. То есть это молоденькие пчелки, которые еще из улья не вылетали. Они составляют основную часть этой рамки. Берем мы как раз эту рамочку. Убедились, что на ней нет матки, если вы до этого ее не нашли. И переходим к нашему слабому отводку. Так, показываю. Вот она рамка, которую я перенес с печатным расплодом на выходе. Заставная. И теперь вот в этот карман стряхиваю рамку, на которой у нас личинки. Немножечко ее вот так вот можно легонечко потрясти, чтобы летные пчелы с нее слетели. И теперь стряхиваем сюда. Рамку возвращаем в улей. И дымим. Интенсивно дымим в этот карман. Все пчелки, которые у нас летные, они поднимаются тут же от такого стресса и дыма в воздух и летят назад в свой улей, из которого мы их взяли. Те пчелки, которые нам необходимы для этой семьи, они все ползают по стенке и ползают по дну. Они не летают. Это не летные пчелы. Я уже как-то показывал такой метод в одном из прошлых видео по-быстрому. Очень много получил комментариев гневных или по поводу того, что ты показываешь, а вдруг матку убьют и так далее. Поэтому я в начале видео и показал уже результат. Все можно закрывать пленочкой, подушкой, и дальше они уже будут разбираться. Точно так же сейчас в эту сторону посажу вторую семейку, второй отводочек из нуклеуса. Затеняем, чтобы они искали также выход и искали лету. И ждем результата. Да, и еще один момент, друзья. Все-таки хочу показать рамки вам, для того, чтобы вы убедились, что пчелы из другого улья не дерутся с пчелами из этого улья. Нет никакой бойни. Маточка вот она ходит уже по рамке, которую мы только что поставили с пчелками на выходе. То есть рамочка из другого улья. Пчелки уже из этого, видите, маточку. Так, вторая рамочка, которая была с самим отводком. Посмотрите, нет ни одной пчелки, которая бы дралась. Но, в принципе, те пчелы, которых я стряхнул, они еще на рамке не побежали. Они еще сидят на дне, шокированы, вентилируют, гудят, очень сильно машут крыльями. У них стрессовое, шоковое состояние. Потом они почувствуют, где находятся рамки, поднимутся на них. Вот на эту уже стали подниматься. Видите, она же была пустая, а теперь и там пчелки, и здесь. Сейчас покажу вам, что происходит в улье. Просто знаю, что вам интересно, плюс избежать всяких комментариев. Вот они на стенке. То есть пчел реально стало больше на одну рамку. Сейчас подытожим, друзья. Что же мы таким образом с вами сделали? Чтобы вы это делали не просто так, а с пониманием дела. Итак, еще раз. Мы с вами имеем семейку слабую, которая сидит на одной-двух рамках. У нее есть печатный расплод, матка сеет. То есть эту семью можно спасать, матка в порядке. Расплод не горбатый, просто его мало и нужно ее усилить. Нужно большее количество летных пчел, вообще пчел-кормилец, которые бы смогли рамочку полностью обсесть, обсиживать максимально. Плюс обязательно что? Обязательно, чтобы эти пчелки могли больше выкармливать расплода и больше покрывать площадь сотов. Соответственно, мы сюда добавили рамку печатного расплода на выходе, который буквально за сегодняшний, завтрашний день пополнит эту массу пчел. Здесь
Также добавлены пчелы-кормилицы, которые способны выделять маточное молочко. Все, что нам необходимо еще сделать, это налить водички. Если в этой крайней рамке есть свободные соты, я немножечко туда налью водички. Если нет, то могу поставить еще одну рамку, даже за заставную или сюда же, в которую налью в сами соты немножечко воды, чтобы вода у них обязательно была. И также можно поставить поилочку. Есть такие поилочки маленькие. У меня тоже есть. Можно тоже поставить в эту часть. Вот, в общем-то, такой способ. Конечно же, через какое-то время покажу вам результат. Что дальше делать, когда эта семья будет развиваться? Почему я говорю, что вот к той семье, которую показывал в самом начале, вернусь через неделю? Дело в том, что мы подсилили не только пчелами-кормилицами с рамки открытого расплода, но также подсилили печатным, плюс есть свой печатный. За неделю в любом случае выйдет значительная часть печатного расплода, потому что он, в принципе, в печатном состоянии находится чуть больше недели. Поэтому мы получим значительное увеличение пчелок и значительное увеличение пчел-кормилец. Если матка хорошая, активно будет работать, эта семья разовьется за считанные дни, можно сказать, за считанные там пару недель. Она наберет достаточную силу, которую можно будет считать уже полноценным там отводком, пчелопакетом, как хотите называть, с достаточным количеством расплода. Ну и как обещал, в конце рассказать о том, как провести процедуру подсиливания в холодный период. Для этого берется крайняя рамка из сильной семьи, прямо из зимнего клуба при температуре ниже плюс 5 градусов и подставляется к слабой семье. Феромон при холоде не распространяется, поэтому никакой драки не будет, то есть подсилить намного проще. Почему я так не сделал? Потому что дождался тепла, пока семьи разовьются, для того, чтобы можно было уже подсиливать именно вот таким способом, так как в нуклеусе у меня не было места, а теперь я рассадил слабые семейки уже в новые ульи. Я показал вам быстренько еще один такой же способ и посмотрим результат уже через какое-то время. Следите за каналом. Всем спасибо. Всем пока.